Всем привет, меня зовут Антон. В этом видео я расскажу о том, как отремонтировать пол и заменить нижний ряд бруса, если он сгнил. Так выглядел черновой пол до замены. Снаружи доски выглядят целыми, но они сгнили в труху. Дом имеет два этажа плюс чердак, стоит на сваях диаметром в 30 сантиметров. Заменил два нижних ряда на брус из лиственницы. Дальше покажу, чем поднимал дом. Центральные балки, на которые будет опираться пол. Для замены бруса приобрел два домкрата на 16 тонн и два на 12. В качестве подкладки под шток подойдет лист металла толщиной от 4 мм. В части коридора были установлены вот такие вот две балки из лиственницы. Изначально здесь не было вот этой сваи, но так как был заметен прогиб, решил установить дополнительно такую винтовую сваю в качестве подкладок по высоте, потому что немножко промахнулся с высотой, использовал вот такой вот пластик типа оргстекла, какие-то таблички. Главное в этом деле не навернуться, что не очень просто. Занес все доски в дом, потому что на выходных ожидается дождь и холод. И чтобы антисептик пропитался, лучше, наверное, чтобы они лежали под крышей. Обрабатываю вот таким антисептиком. Подготовил кастрюльку, кисть для клея обойного. Она большая и очень хорошо ей наносится. Слышал еще про способ нанесения пульверизатором, но мне кажется, там очень тонкий слой наносится. Кисточка как-то побольше. Пока впитывается антисептик, пошел попить чай. В доме дубак, так как нет пола. Температура как на улице, плюс 5. Пришлось укутаться. Чтобы установить новые перемычки, необходимо демонтировать доску, которая держала старый пол. А пила-то выключена. Я немного удивлен размером гвоздей, которыми прибита доска, державшая торец пола. Посмотрите, насколько он здоровый. По совету из интернета был изготовлен вот такой вот шаблон на 59, чтобы можно было потом без проблем устанавливать утеплитель. Отпиливаем доску нужной длины. Щели, образовавшиеся при установке, надо обязательно заделать, например, монтажной пеной или джутом, чтобы не образовался мост холода. Устанавливаю на опору для бруса, креплю ершонными гвоздями с конической шляпой. Гвозди прибивают с отступом в одно отверстие, чтобы не делать из доски друшлаг. Напишите свое мнение на этот счет. Проверяю по лазерному уровню. Может, какой-то есть более удобный метод, но мне показалось, что так будет удобнее. Так как гвозди длинные, практически 5 сантиметров, я решил с одной стороны забивать их, отступив одно отверстие, с другой стороны прям самая верхняя, чтобы они чередовались и не попадали друг в друга. При установке одной из досок попал на сваю. Чтобы не заморачиваться с подгонкой опоры бруса, решил установить монтажные уголки. Я установил лагу, но в процессе установки, так как стена неровная из бруса, она немножко у меня провернулась под углом. И сейчас один край выпирает, и мне надо его как-то отшлифовать, чтобы он был уровень с остальными лагами. Я для этого использую циркулярку. Установил подошву циркулярки под углом и вот так прикладываю
и отрезаю лишнее. Там, где не достает циркулярка, финишную доводку провожу вот таким вот лепестковым диском. Много времени потратил на установку балки под лестницей, пришлось поддомкратить, что-то отпилить. В этом доме лаги пола выполняют роль обвязки. Изначально балки были размером 150 на 100 с опорой на сваи. Для утепления в 20 см установил брус 190 на 100. Так как шаг между балками 1 метр, решил сделать перемычки для усиления жесткости всего каркаса из доски 200 на 50 с шагом в 59 см. После того, как закончил все перемычки, приступил к установке доски для крепления пола, предварительно распустив доску 200 на 50. Креплю гвоздями 100 на 4. Для распускания доски использовал боковой упор, который шел в комплекте к циркулярке. Удобная вещь, скажу я вам. Вы спросите, почему я не прибил сначала доску, а потом к ней перемычки? Тогда не пришлось бы делать отступ от креплений. Так вся нагрузка, которую испытывают перемычки, была бы на доске. Считаю, что в моем варианте с креплением к стене нагрузка распределится более равномерно. Напишите свое мнение. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. В следующем видео я расскажу о том, как установить мембрану и какой утеплитель выбрать.